Оксид железа черный и изменение валентности. Неоспоримый факт: оксид железа черный краснеет. Некоторые умы полагают, что краснеющий черный пигмент своей краснотой спустя какое-то количество носки перманентного макияжа подтеплит цвет и сделает брови клиентов более теплыми. Логика в этом есть, но давайте попробуем разобраться. Черный железоокисный пигмент становится красным. В перманентном макияже всех научили умному словосочетанию изменения валентности. Электроны туда-сюда, вот он и красный. Никто на самом деле не понимает, что происходит и что вообще этот термин означает. По-простому, черный оксид железа ржавеет. Некоторые полагают, что черный пигмент в их красках поржавеет и сделает брови ваших клиентов более красивыми. Если логика до этого момента существовала, здесь она разбивается вдребезги, потому что краснеющий черный железоокисный пигмент – это большая проблема для производителей этого пигмента, для китайцев. Эту проблему они годами решали капсулированием пигментов, полимерными структурами и всякими другими сложными штуками. И спустя время в какой-то степени они эту проблему решили. Сегодняшний черный пигмент быстрее метаболизируется нашим организмом, чем успеет покраснеть. Так что преимущества у черного оксида перед Carbon Black за счет изменения своей валентности точно нет. Сегодня и один, и другой пигмент черные, не меняющие свой цвет. Если, конечно, краски с использованием этих пигментов собраны в нужных и приемлемых концентрациях. Если черного предельно много, брови все равно будут серыми, и неважно, использовали ли в производстве черный оксид железа или Carbon Black.